решила пойти погулять. И я хочу сегодня пойти в район, который называется Chinatown, а также в район Little Italy. И мы посмотрим, как там оно все аутентично. Я очень соскучилась по азиатской кухне, потому что в Окленде я очень часто ем именно азиатскую кухню. И надеюсь, что сегодня мне удастся поесть что-нибудь китайское на обед. Так что пойдемте. Мы приехали. Эта станция называется Canal. И Chinatown находится как бы вокруг этой улицы, а Little Italy к северу. Поэтому мы пойдем туда. Если будете покупать сувениры в Нью-Йорке, езжайте в Chinatown. Здесь настолько все дешевле, чем в сувенирных магазинах. Хотя на самом деле сувенирные магазины тоже недорогие. Но тут в 2 раза все дешевле. О май гад, повсюду только азиаты. Они все здесь играют в карты. Все, кто здесь сидят за столами, играют в карты. Может быть, у них какие-то субботние сходки. Я помню, у меня в родном городе часто старички собираются играть в домино по выходным. Может быть, китайцы здесь собираются играть в карты по выходным. Интересно. Посмотрите, сколько их все играют. А еще тут клевая беседка за мной и чей-то памятник. А здесь футбольное поле. Я сейчас остановилась покушать ланч в китайском ресторане. Тут, конечно, не очень дешево, но он выглядит очень хорошо. И здесь очень много китайцев. Обычно, когда много кафе азиатов, это значит, что это хороший кафе. Я заказала курицу с различными овощами, а также рисом. И вот такое огромное блюдо я буду сейчас есть. Все, я пообедала и думаю, мы уже нагулялись в Чайнатауне, пойдемте теперь в маленькую Италию. Сейчас в ресторане в этом китайском произошел небольшой казус. Значит, я когда расплачивалась, он мне говорит чип. А я не пойму, что он хочет от меня. Чип моей карты, пин-код или что ему надо. Оказалось, он имел в виду тип, то есть чаевые. А он сказал, что в ресторанах нужно давать $2 чаевые. И у меня не было кэша, и я думаю, как я ему дам $2? Я говорю, вы можете списать с моей карточки? Он говорит, хорошо, распишитесь, и я типа сниму у вас с карточки дополнительно $2. Я говорю, мол, окей. И он такой, вы что, говорит, первый раз в ресторане? Я говорю, да. Так получалось, что до этого я все время кушала где-нибудь либо на вынос еду, либо в каких-нибудь пиццериях, где по желанию, хочешь оставляй, хочешь не оставляй. А вот он говорит, в ресторанах надо обязательно $2 оставлять на чаевые.
так клево повсюду. Очень много групп или просто музыкантов, которые играют национальную музыку, что в китайском районе, что в итальянском. И это так здорово, потому что ты гуляешь по всем этим улочкам, которые так похожи на их родину. Еще и при этом играет народная музыка. Вообще, конечно, чувства замечательные. Посмотрите, какой красивый храм за мной. Я хочу вовнутрь сейчас зайти, посмотреть, как. Повезло, в 4 часа там началась органная медитация, я как раз к 4 подошла. В общем, суть этой медитации просто в том, что мужчина сидел, играл на органе. Это было так великолепно, я полчаса там просидела, слушала. Я обожаю орган. Это вообще просто великолепный инструмент, такие звуки, какие-то грандиозные он издает. В общем, конечно, еще вот это вот все величие храмов. Я как бы человек не религиозный, но мне нравится хорошая музыка, а также красивая архитектура. Поэтому там, конечно, атмосфера была великолепная. Прямо аж с таким удовольствием я посидела, послушала. Это, по сути, был как концерт, если вы когда-либо были на концерте, где играли на органе, только еще и бесплатно. И еще и в прекрасном храме, так что очень-очень мне понравилось. И что мне нравится в католических храмах, что там не пахнет ладаном. Я очень не люблю запах ладана. Как-то вот, не знаю. Вот. Но было очень здорово. И сейчас уже 4:30, надо потихонечку собираться домой, потому что темнеть будет через час. А я не люблю ходить по улицам, когда темно. Уже потихоньку темнеет, и, пожалуй, я с вами сейчас попрощаюсь. Мне еще идти, наверное, минут 20 до дома, но мне кажется, в том времени, когда я дойду, будет уже совсем темно. И сегодня я снимала очень много. Не знаю, мне кажется, этот влог будет очень длинным. Я постараюсь туда вместить только все самое интересное, чтобы вам было не скучно смотреть. И надеюсь, вам понравится. Это был мой первый опыт записи видео с GoPro. Надеюсь, у меня получилось все хорошо. Но тут, на самом деле, линза такая широкая, что хочешь не хочешь, по-любому все в кадр повесишь. И спасибо вам большое за просмотр. Увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока!